Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Вы на канале Духовный мир за гранью. Сегодня рассмотрим с вами тему «Религии без Бога. Кто их создатели?» И рассмотрим не менее интересный вопрос – организацию Министерство радости сатаны. Рассмотрим также про религии НЛО и множество других интересных религий, в которых нет Бога. Неверие в Бога по-другому называется нетеизм или нонтеизм. Это термин, который охватывает религиозные и нерелигиозные направления мысли, отличающиеся отрицанием веры в единого Бога или в множество богов. Иногда неверие в Бога ассоциируется с термином атеизм. Нетеизм, то есть полное неверие в Бога, включает в себя сильный атеизм, слабый атеизм, сильный агностицизм и слабый агностицизм. Что такое сильный атеизм? Это убежденность, что не существует ни единого Бога, ни множества богов. Отсутствие же мнения о существовании божества может быть названо слабым атеизмом. Более мягкие формы неверия в Бога или во множество богов известны как агностицизм. Агностицизм в переводе с древнегреческого означает «непознаваемый». Это философская концепция, согласно которой мир непознаваем, и люди не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей. Позиция религиозного агностицизма заключается в том, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге или о множестве богов разных. Для агностиков существование Бога, божественного и сверхъестественного, оно неизвестно или просто непостижимо. Существует сильный агностицизм. Что же это такое? Что он из себя представляет? Он представляет из себя убеждение в то, что людям не дано узнать, существуют ли какие-либо боги или их вообще не существует. Слабый же агностицизм – это убеждение в том, что о существовании или несуществовании богов вообще ничего не известно. Давайте рассмотрим с вами, где же проявляются эти нетеистические традиции мысли, в каких религиях нет Бога. Первая религия – это буддизм. Буддизм – это мировая религия, которая зародилась в Индии в VI-V веках до нашей эры. Он возник в эпоху кризиса ведической традиции, упадка брахманизма, конфликтов между кастами брахманов и кшатриев и распространился по большей части Азии. Это, кстати, пятая по величине религия в мире с более чем в 510 миллионами последователей, что составляет 7% населения всего земного шара. Их называют буддистами. Буддисты считают, что достичь просветления можно с помощью энергии Вселенной. Они не признают существование Бога-Творца, чья воля влияет на жизнь. Согласно буддизму, каждый человек является частью божества, и, будучи просветленным, может достигнуть звания Будды. А кто же такой Будда? Будда – это не имя основателя буддизма. Это священный статус. Переводится он как «просветленный», Будда просветленный. В истории было множество Будд. Один из них – Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. Сами Будды были самыми обычными людьми, с их проблемами и страстями, которые следовали просто по пути мудрости и достигли тем образом просветления. В буддизме нет духовного единоначалия. А кто такой Далай-лама, о котором мы все слышали? Далай-лама – это не лидер всех буддистов, слово которого закон. В буддизме вообще существует огромное количество школ, зачастую они отличаются между собой. Особенностью буддизма является отсутствие конфликта с другими религиозными традициями. После нескольких лет наблюдения за разными явлениями жизни, а также за своим сознанием, Будда Шакьямуни пришел к выводу, что причиной страдания всех людей, как вы думаете, кто является? Они сами, люди, человек сам себе проблема. Их привязанность к жизни, к материальным ценностям,
Вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить эти страдания, то есть вступить в нирвану, в покой и достигнуть пробуждения, в котором жизнь видится такой, какая она есть, то есть реальной, можно только путем разрушения привязанностей и иллюзий, с помощью устойчивости, с помощью практики самоограничения. А самоограничение возможно посредством следования 5 заповедям и с помощью этих 5 заповедей, похожих на библейские заповеди и медитации, которые помогут достигнуть нам нирваны, счастья и покоя. Эти 5 заповедей буддистские лежат в основе нескольких положений монашеской буддистской доктрины, то есть доктрина у них все-таки какая-то есть. Первая заповедь касается отказа от убийства как людей, так и других живых существ. Помимо прямого запрета на убийство человека, традиции ее интерпретируют как запрет смертной казни, эвтаназии. В подавляющем большинстве случаев самоубийство запрещено, и рекомендация воздерживаться от абортов. Второй запрет, заповедь можно так назвать, заключается в отказе брать то, что не было дано добровольно, то есть отказ от воровства. Третий обет касается сексуальных проступков, а именно половой связи с лицами, которые находятся под защитой родственника, в браках или в любых других отношениях, как формального, так и неформального характера. Четвертый запрет – это отказ от лживых высказываний и заявлений. Пятый запрет говорит об отказе употреблять вещества, которые затуманивают сознание, алкоголь, наркотики и другие средства опьянения. В основе соблюдения этих 5 заповедей, обет еще называют их, лежит принцип непричинения вреда, что очень положительно. А как же можно достигнуть нирваны с помощью медитации? И что такое медитация? Медитация от латинского слова значит размышление. Это ряд психических упражнений, которые используются в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений. Медитация может рассматриваться как вид созерцания. Занимаясь медитацией, согласно ряду традиций, не надо делать над собой никаких усилий. Нужно полностью расслабиться. Медитация – это состояние расслабленной сосредоточенности, в котором идет отрешенное наблюдение за происходящим. Будда утверждал, что его учение не является божественным откровением. Оно получено им через медитативное созерцание собственного духа и всех вещей. Учение Будды не является догматом, и результаты зависят только от самого человека. Будда указывал, что принимать его учение нужно только посредством проверки через собственный опыт. Вот слова Будды. «Не принимайте мое учение просто из веры или из уважения ко мне, подобно тому, как купец на базаре при покупке золота проверяет его, нагревает, плавит, режет, чтобы убедиться в его подлинности. Также проверяйте мое учение, и только убедившись в его истинности, если оно вам помогает, принимайте его». Для обретения способности помогать живым существам в прекращении их страданий, что является главной целью буддизма, буддисты в первую очередь пытаются уничтожить 3 яда. Какие же это 3 яда? Первый яд – это неведение относительно истинной природы, являющейся согласно 12-членной формуле бытия корнем сансары. Второй яд – это страсти и эгоистические желания, которые отравляют жизнь и людям, и животным, и не дают им достичь нирваны, то есть счастья и покоя. Третий яд – это гнев и нетерпимость, агрессия. Буддийский путь спасения в целом – это совокупность моральных норм, культуры поведения, нормы психотехники, культуру психики и определенных теоретических представлений, то есть культура мудрости,
То есть путь спасения в целом – это культура поведения, культура психики, культура мудрости. При соблюдении этих трех условий вы можете достичь нирваны, то есть спокойствия, удовлетворения. Будда считал бесполезными вопросами метафизические вопросы типа «Вечна ли Вселенная?», «Существует ли Тадхагата после смерти?» и отказывался отвечать на них, храня благородное молчание. Давайте поговорим немножко про буддийское монашество. Начало буддийского монашества было положено самим основателем буддизма Гаутамой Буддой, который жил в V-IV веках до нашей эры. Многое в образе буддийских монахов заимствовано у странствующих аскетов более ранних религий. Некоторые из них были учителями Будды. Большинство буддийских монахов не отшельники, как в христианстве. Это не отшельники, стремящиеся жить в максимальной изоляции от мирского общества. Мирская монашеская жизнь буддийской сангхи довольно тесно взаимодействует. Миряне дарят монахам еду, одежду и другие необходимые вещи и получают взамен наставления в дхарме. Буддийские монахи и монахини обычно живут не поодиночке, а небольшими группами, например, учитель и его ученики или несколько монахов-друзей, путешествующих вместе. Чаще всего они поселяются неподалеку от поселений мирских буддистов. Обычно буддийские монахи и монахини стараются обходиться необходимым минимумом вещей, которые пожертвовали их мирянами. Мирские буддисты кормят монахов, представляют им укрытие, когда те в нем нуждаются. Жизнь буддийских монахов и монахинь обычно подчиняется сотням строгих правил, набор которых может несколько отличаться в разных буддийских школах и в разные времена. Кроме того, для монахинь правил больше, чем для монахов. При этом в буддизме нет и не было всемирного управляющего центра, нет какой-то единой иерархии религиозной власти. Поэтому существует большое разнообразие в понимании философии буддизма и в практике жизни буддизма, в том числе монашеской. Иногда это разномыслие даже приводило к расколам сангхи. Давайте рассмотрим, а в чем же принципиальное отличие буддизма от других учений и верований. В отличие от авраамических религий, иудаизм, христианство, ислам, в буддизме нет всемогущего Бога-творца или Бога-личности, что также можно назвать абсолютным антикреационизмом. В то же время, по мнению профессора Бернара Фора, Будду можно назвать высшим Богом в буддизме, в том числе из-за того, что в махаянском буддизме Будда описывается как вечное, всезнающее и трансцендентное существо. По мнению современного тайского буддийского реформатора Бхикху, буддизм существует без Бога, но если под Богом понимать Творца, Хранителя и Разрушителя мира, то в буддизме таким Богом можно назвать Дхарму, а если под Богом понимать причину или высший принцип управления миром, то истину. Истина – это Бог. Буддолог Андросов при этом отмечал идеологический характер высказывания Буддхадасы, стремящегося доказать равенство религий, и отчасти ошибочность его трактовки Бога в христианстве. По поводу сотворения мира буддисты считают, что мир считается никем не созданным и никем не управляемым. В то же время вопрос о том, есть ли у мира начало, считается не имеющим ответа. Вообще на многие очень интересные и важные вопросы у буддистов нет ответа. Они хранят молчание. У буддистов нет вечной души, нет искупления грехов, нет безоговорочной веры, в частности веры в сверхъестественные силы. Хотя буддизм указывает на возможность проверки существования магии, но не допускает стремления к ее обретению. В буддизме нет абсолютной преданности, нет религиозной организации по типу церкви. Буддийская сангха является сообществом, а не организацией.
В буддизме нет ереси по той причине, что в буддизме также нет и единого канона текстов, общего для всех школ. Нет единых догматов. Тем не менее, отношение к некоторым формам тантры значительно отличалось в индо-тибетском буддизме и в более пуританском японском буддизме. Также учение Татикава-рю было признано японскими буддистами того времени еретическим и запрещено. В буддизме нет единого мироздания. Число миров считается бесконечным. Нет провидения, за что буддизм иногда характеризует в качестве религии самоспасения. Нет непременного отказа последователей от других религий. Последователь буддизма может быть одновременно последователем синтоизма, даосизма и любой другой религии, при этом не нарушая основ буддийского учения, что является одним из проявлений буддийской толерантности. В то же время буддистами практиковались такие формы прозелитизма, как обращение местных божеств в буддизм, либо низведение их до ранга демонов с последующим уничтожением. В буддизме нет резкого принципиального различия природы праведности и греха, поэтому в буддизме также нет жесткого разделения на верных и неверных, избранных и язычников, нет каких-либо территориальных разделений, подобных разделению на территорию мира и территорию войны. В то же время Шри-Ланка для сингальских буддистов является чем-то вроде святой земли, которую необходимо охранять от иноверцев. Данное представление являлось прежде всего политической идеологией, не основанной на каких-то священных текстах, и возникла на основе поэмы о царях Шри-Ланки Махавамса, в которой говорилось об острове Дхармы. Также на появление данного представления в некоторой степени повлияли реформы шри-ланкийского буддийского националиста Анагарики Дхармапалы. Нет в буддизме и притязаний на монопольную истину. Некоторые из этих положений отличают буддизм от индуизма и брахманизма. Индуизм тоже признает учение о карме, но буддизм стал первой религией, которая заявила, что одни люди не могут быть выше других из-за своего происхождения, социального статуса, рода занятий, то есть касты или пола. Исходя из данной религии, можно сказать, что буддизм в определенной степени признает существование разных богов, девов, демонов и других подобных существ, но считает это данностью естественного устройства Вселенной и ставит их в общий ряд с людьми, с животными, растениями, так как такие существа тоже пребывают в сансаре и подчиняются тоже карме, даже демоны. Буддизм не говорит о том, что нужно верить в богов, в карму или перерождение. Он указывает на возможность экспериментальной проверки, например, посредством медитации. В то же время буддизм отмечает, что поклонение богам является просто пустой тратой времени. Давайте теперь рассмотрим следующих последователей религии без Бога, то есть нетеистов. Это индуизм. Рассмотрим сначала общее понятие индуизма, а после поговорим о понятии индуизма о Боге. Индуизм – это одна из индийских религий, которые часто описывают как совокупность религиозных традиций и философских школ, возникших на индийском субконтиненте, имеющих общие черты. Историческое название индуизма на санскрите – это Санатана Дхарма, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон». Эта религия не имеет единого основателя. В индуизме отсутствует унифицированная система верований и общей доктрины нет. Нет в нем также централизованного органа управления. Одно из основных учений индуизма – это учение о карме и реинкарнации. Индуисты верят, что каждое наше действие оказывает влияние на будущую судьбу, а душа перерождается в новое тело в зависимости от накопленной кармы. Судьба души
зависит от того, какие грехи и добродетели она совершила при жизни. Если человек делал только хорошие поступки, то его душа переродится в человеческое или божественное тело. А если человек делал плохие поступки, то в следующей жизни душа будет иметь тело пресмыкающегося или насекомого. Индуизм исповедует более 1 миллиарда человек. Это третье по числу последователей религии в мире после христианства и ислама. Индуисты составляют большинство населения Индии и Непала. Значительное количество приверженцев индуизма насчитывается в таких странах, как Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Маврикий, Фиджи, Суринам, Гаяна, Тринидад, Тобаго, Великобритания, Канада и США. Хотя невозможно сформулировать безупречное определение индуизма и общую для всех направлений индуизма доктрину, но существуют практики и верования, которые занимают в индуизме центральное место и которые можно признать типичными для индуизма. Первое – это дхарма. Дхарма, короче говоря, это морально-нравственный долг, этические обязательства. Второе – это сансара. Сансара – это круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тело животных, людей или богов. Третье – это карма. Это вера в то, что порядок перерождения определяется совершенными при жизни поступками и их последствиями. Четвертое – это мокша. Это освобождение из круговорота рождения и смерти, сансары. Пятое – это йога в разных ее направлениях. Давайте поговорим о том, что или кто такое Бог в индуизме. Аватара и индуистские божества. Большинство индуистов признают божественную реальность, которая творит, поддерживает и разрушает Вселенную, но некоторые индуистские течения опровергают эту идею. Большинство индуистов верят во вселенского Бога, который одновременно находится внутри каждого живого существа и к которому можно приблизиться разными путями. В понимании индуиста верховному существу можно поклоняться в бесчисленных формах. В форме Шивы, как великого аскета Йогина, в форме человека Кольва, в форме прекрасной девушки или даже в форме бесформенного камня. Верховное существо может проявляться как изваяние в храмах или как ныне живущие гуру и святые. Индуистский автор Ситансу Чакраварти описывает понятие Бога в индуизме следующим образом. Индуизм – это монотеистическая религия, последователи которой верят в то, что Бог проявляет себя в разных формах. Человек может поклоняться той из форм Бога, которая наиболее близка ему, при этом относясь уважительно к другим формам поклонения. Абсолютное большинство индуистов верит в то, что дух или душа, называемая атманом, является вечной, изначальной, истинной сущностью каждого человека. Согласно монотеистическим и пантеистическим богословским школам в индуизме, атман изначально неотличим от верховного духа Брахмана. Они описывают Брахман, верховный дух, как единый и неделимый, и поэтому эти школы называют монистическими. Согласно школе Адвайта Веданты, целью жизни человека является осознание себя как атмана и своего единства с Брахманом, с верховным жрецом. В некоторых Упанишадах утверждается, что тот, кто полностью осознает атман внутри себя и его единство с Брахманом, достигает мокши, то есть достигает освобождения. Однако большинство индуистов принадлежит к так называемым дуалистическим направлениям внутри индуизма, являющимся частью движения Бхакти.
Они рассматривают Брахман как безличный аспект личностного Бога, которому они поклоняются в форме Вишну, Кришны, Шивы или Шакти. В традиции к Бхакти считается, что атман находится в постоянной зависимости от Бога, и достижение мокши, то есть освобождения, возможно только через любовь к Богу и по милости Бога. Когда Бог рассматривается как верховная личность, а не как бесконечный безличный принцип, его называют Ишвара, Господь, Бхагаван, Всеблагой, или Парамекшвара, Всевышний Господь. Исторически в индуизме также существовали философские школы, которые придерживались атеистических воззрений. Давайте теперь рассмотрим гендерную принадлежность верховного божества в индуизме. Одни традиции в индуизме поклоняются Богу в его безличной форме, как Брахман. Сам термин Брахман на санскрите слово среднего рода, не мужчина и не женщина, тогда как другие направления индуизма представляют Бога как имеющего мужскую и женскую форму, и даже рассматривают женскую форму Бога как источник мужской. С точки зрения древнеиндийской философской школы, Сангхья, космическое творение, представляет собой результат взаимодействия мужской и женской энергии Абсолюта, где материя или материальная энергия называется пракрити и представляет собой женское начало, а духовная энергия, представляющая мужской дух или мужское начало, называется Пуруша. В большинстве традиций вишнуизма Вишну считается Всевышним Богом и выступает как мужское начало, одновременно оставаясь за пределами гендерных различий, которые применяются к нему только ради живых существ, из-за своей материальной обусловленности и неспособных постичь его всецело духовное положение. А вот в традиции шактизма Богу поклоняются как божественному женскому началу, как изначальной богине матери Шакти или Деви в разных ее формах и ипостасях. В отсутствие Шакти мужское начало рассматривается как пассивное и бездейственное. В философии Адвайта утверждается, что все существующие божества, как женские, так и мужские, являются разными формами безличного абсолюта Брахмана, который нейтрален и не поддается описанию или определению. Конечная же цель духовной практики обозначается такими терминами, как мокша, то есть освобождение, нирвана – это спокойствие, умиротворение, или самадхи, и разными направлениями индуизма, и понимается по-разному. Как воспринимается? Конечная цель духовной практики может восприниматься как осознание своего единства с Богом. Эта конечная цель духовной практики должна быть таковой. То есть вы должны осознать свое единство с Богом. Во-первых. Во-вторых, вы должны осознать свои вечные взаимоотношения с Богом, возвращение в Его обитель. Третье. Вы должны достигнуть чистой любви к Богу. Четвертое. Должны осознать единство всего бытия. Пятое. Должны осознать свое истинное «Я». Шестое. Вы должны достигнуть совершенного умиротворения. И седьмое. Должны достигнуть полной свободы от материальных желаний. Достигнув конечной цели человеческого существования, индивидуум освобождается из сансары. Таким образом прекращает цикл перевоплощения. Рай и ад в индуизме. Бесчисленные райские и адские локи, планеты или планы бытия, где умерших вознаграждают или наказывают в зависимости от совершенных ими благих или греховных поступков. Душа, попавшая в адские тонкие сферы бытия, может быть вызволена оттуда посредством жертвоприношения пищи и воды, которые должны проводиться ее детьми и внуками в последнем ее воплощении. Проведя на райских или адских планетах определенное время, душа проходит сквозь разные материальные элементы – землю, воду, воздух, огонь, эфир и другие более тонкие элементы.
и, наконец, заново рождается в одном из 8 400 000 типов тел, заполняющих Вселенную, получая таким образом новую возможность достичь самоосознания. Вот такая интересная религия иудаизм. Давайте перейдем к рассмотрению следующей религии без Бога. Это квакеры. Квакеры – официальное название религиозное общество друзей. Изначально это протестантское христианское движение, возникшее в годы английской революции в середине 17 века в Англии и Уэльсе. Датой возникновения квакерства обычно считают 1652 год, иногда 1648 год, когда Джордж Фокс впервые выступил с проповедью. Религиозное общество друзей, попроще говоря, квакеры, представляет собой объединение независимых религиозных организаций, чьи вера и практика могут существенно отличаться друг от друга. На сегодняшний день богословские взгляды собраний отдельных членов колеблются в широком диапазоне от евангелизма и либерального протестантизма до разных форм универсализма и неверия в Бога. Число последователей квакерства в мире, согласно данным на 2012 год, составило около 377 тысяч человек. Наибольшие по численности группы квакеров сосредоточены в Северной Америке, преимущественно в США, в Африке, а именно в Кении, в Европе, а именно в Великобритании, в Боливии и Гватемале. Форма проведения собраний тоже различается для разных групп друзей. Некоторые практикуют лишь традиционную молчаливую молитву без пасторов и подготовленной заранее программы. Другие в той или иной степени прибегают к проповедям, чтению и песнопению. Первоначальное название – это христианское общество друзей внутреннего света. С начала 1660-х годов само название участников движения постепенно меняется до Quakers, трепещущие, перевод как трепещущие. Основатель данного движения Джордж Фокс. На заседании суда он призвал судью трепетать перед именем Бога, за что тот назвал Фокса трепетуном. Другая версия приписывает ранним квакерам утверждение по поводу духовного трепета от постоянного ощущения присутствия живого Бога. Исторически в основе теологии квакеров лежит доктрина о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа, авторитет которого выше священного писания, поскольку, согласно Баркли, Писание является декларацией источника, а не самим источником. Человек способен воспринимать откровение благодаря тому, что в каждом есть этот внутренний свет. Внутренний свет – это часть божественной природы, заложенная в человеке и являющаяся частью человеческой природы. Концепция внутреннего света квакерства стала центральной в вероучении квакеров. Понятие света является синонимом следующих понятий: семя, искра, благодать, Дух Христа, то, что от Бога в каждом, и внутренний Христос. Несмотря на существенные внешние различия и отсутствие определенного символа веры, все квакеры разделяют определенные убеждения, в основе которых лежит вера в существование в каждом человеке некой сущности. Для ее обозначения используются разные термины – свет, Дух Божий, внутренний Христос и многие другие, в подчинении воли которой состоит истинная жизнь и через которую возможно непосредственное общение с Богом. По представлениям квакеров, взаимоотношения человека со светом невозможно точно передать словами, поэтому квакеры основное значение придают личному религиозному опыту и тому образу жизни, которого требует свет. Совокупность представления такой жизни формулировалась квакерами в виде 4 основных принципов или свидетельств, как они называют. Первый принцип – это принцип равенства всех людей перед Богом. Все люди, независимо от каких-либо внешних различий пола, расы, национальности, религиозной принадлежности, социального статуса и так далее, равны перед Богом.
Отсюда следует категорическое неприятие квакерам любых форм угнетения и дискриминации одних людей другими, которая проявлялась в равноправии между мужчинами и женщинами, борьбе против рабовладения, игнорировании привилегий. Второй принцип – это честность. Квакеры считают необходимым всегда говорить правду, также отвергают любую клятву или присягу. Третий принцип квакеров – это простота, стремление довольствоваться только необходимым для жизни благами, избегать роскоши и излишеств. Четвертый принцип квакеров – это мир, неприятие насилия, в частности пацифизм, или антимилитаризм, вплоть до отказа от военной службы. Среди квакеров присутствуют как консервативные, так и либеральные точки зрения на гомосексуальность. Например, в Объединенном собрании друзей и Международной евангелической церкви друзей считают, что сексуальные отношения допустимы только в браке, который они определяют как союз между мужчиной и женщиной. Тем не менее, Всеобщая конференция друзей и Британское годовое собрание одобряют однополые браки. Давайте рассмотрим следующую религию без Бога. Называется она джайнизм, то есть переводится как «победитель». Древняя драхмическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX-VI веках до нашей эры. Согласно самому учению джайнизма, джайнизм существовал всегда. Основателем же, или согласно другим версиям, известным рассказчикам более старых традиций учения, считается кшатрий Вардхамана. Бардхамана по-другому называют, более известный как Джина. Джина значит победитель, Пракрит. И Махавира. Махавира переводится как великий воин. Философия и практика джайнизма основана в первую очередь на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия, вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от прежних жизней, и достигшая нирваны, то есть спокойствия, миротворения, называется дживой. Джайнистские библиотеки самые старейшие в Индии. Джайнизм утверждает, что любое существо, джива, является индивидуальной и вечной душой. Когда душа полностью освобождается от сансары, достигает мокши, то есть освобождения, она может достичь всеведения, то есть божественного сознания. Но для этого необходимо быть аскетом, а не мирянином. Практикующие джайны следуют учениям 24 особых джин, которые известны как Тиртханхары, создатели переправы, или те, кто нашел и показал путь к спасению. Традиционно считается, что 24-м и последним Тиртханхаром был Шри Махавира. Это великий герой, считающийся основателем современного джайнизма, живший с 599 по 527 год до нашей эры. 23-м Тиртханхаром был Шри Парсва, живший с 872 по 772 год до нашей эры. Первым же Тиртханхаром был великий царь Ришабха, живший во времена, когда люди еще не умели писать и считать. Джайнизм призывает к духовному совершенствованию через развитие мудрости и самоконтроля. Врата называется. Целью джайнизма является открытие истинной природы души. Совершенное восприятие – санкарса, даршан, совершенное название – ананта, джна и совершенное поведение, по-другому ананта, чаритра, известные как три драгоценности джайнизма, являются путем к освобождению души человека, к мокше, то есть освобождению, от сансары, от круговорота рождений и смертей. Мокша достигается после освобождения от кармы. Достигших мокши, освобождения, то есть
зовут ситхами, освобожденными душами, а тех, кто связан с землей посредством кармы, сансаринами называют, то есть мирские души. Каждая душа должна следовать пути, описанному джиннами, чтобы достичь безграничной свободы. Джайнизм утверждает, что Вселенная и Дхарма бесконечны, без конца и без начала. Однако во Вселенной происходят циклические процессы изменения. Она состоит из живых форм, это джива, и неживых, аджива. Душа сансарина, то есть мирянина, воплощается в разные формы жизни в течение путешествия во времени. Человек или недочеловек, к ним причисляются животные, насекомые, растения и так далее. Сверхчеловек, к ним причисляют боги и полубоги. И существа ада – это 4 макроформы вида сансарианской души. Все мирские отношения между одной дживой или адживой и другие основаны на накоплении кармы и сознательных мыслях, на словах, действиях в ее настоящее время. То есть еще раз, джива – это живые формы, аджива – это неживые формы. Другая важная характеристика учения джайны – это предписание не только последовательности действий, но и норм умственного поведения. Существует 5 основных этических принципов, обетов, которые должны выполнять джайны. Степень того, насколько строго должны выполняться эти обеты, зависит от того, кем является джайн – монах или просто мирянин. Давайте рассмотрим эти обеты. Первое. Не причинять вреда живому. Ахимса называется. Ахимса – это не насилие, является основополагающим. Его несоблюдение делает бессмысленным выполнение других принципов. Его иногда интерпретируют как «не убий», как Божья заповедь «не убий». Но это понятие намного шире. Оно означает не причинять вреда или оскорбления всему живому, ни непосредственно, ни косвенно. Нельзя помыслить о нанесении вреда кому бы то ни было, нельзя произносить речей, способных обидеть кого-либо. Второй закон, обет, это быть искренним и благочестивым, сатья. Принцип сатья, то есть искренности, благочестивости, правдивости, должен также соблюдаться всеми людьми. Так как главенствующим принципом является ахимса, то если правда должна вызвать насилие, то лучше с этической точки зрения промолчать. Далее, третий принцип, обет, не красть. Астея. Не кража означает строгую неприверженность своей собственности, подавление желания завладеть чужим. То есть принцип осуждает алчность. Вы должны в себе подавить желание взять чужое. Каждый должен довольствоваться тем, что ему удалось приобрести собственным честным трудом. Астея, то есть не кража, означает сокращение физических потребностей и стремление к духовным ценностям. Основными рекомендациями при выполнении этого принципа являются следующие. Первое. Всегда справедливо вознаграждать людей за труд и за результаты. Второе. Никогда не брать чужих вещей. Третье. Никогда не брать вещей, которые обронены или забыты другими. Все равно это чужое. Четвертое. Никогда не покупать более дешевые вещи, если цена была уменьшена нечестным путем. Финансовые пирамиды, нелегальная торговля или украденные вещи и так далее. Следующая заповедь или обет, скажем так, не прелюбодействовать. Монашеский обет безбрачия означает полное воздержание от секса, но только монахов. Обет безбрачия не означает секс вообще, но предостерегает от бесполезной траты сексуальной энергии в погоне за сиюминутными удовольствиями. И еще один обет, заповедь, так скажем, это не стяжать, апарихара, нестяжательство, отказ от собственности, от материальных ценностей перед принятием монашества.
После этого отказа человек понимает, как отделить себя от вещей, от собственности, также от дома, от семьи, а следовательно становится ближе к мокше, то есть к освобождению. Для мирян апарикхара означает избавление от стремления к накоплению, так как само понятие собственности иллюзорно. Однажды принадлежавшее одному станет вскоре собственностью другого. Апарикхара учит не ставить целью жизни накопление материальных благ, а тратить энергию на духовное развитие призывает. Давайте просмотрим, что такое в джайнизме Бог или кто такой. В джайнизме нет понятия высшего божественного создателя, спасителя или уничтожителя. Вселенная саморегулируется, и каждая душа потенциально может достичь божественного сознания, то есть сиддха, собственными усилиями причем. Основными божествами в джайнизме являются джинны, ариханты, тиртханхары, которые побороли внутренние страсти и приобрели божественное чистое сознание. Основной молитвой в джайнизме является мантра Навакар. Ее можно петь в любое время дня. Практикуя эту мантру, человек показывает свое уважение освободившимся душам, заключенным все еще в человеческие формы, полностью освободившимся душам, а также духовным учителям и всем монахам. Обращаясь к ним, джайны приобретают вдохновение и встают на путь истинного счастья и полной свободы от кармы. В этой главной молитве джайны не просят об одолжениях или о материальных благах. Как же в миру живут джайнисты? Но поскольку не только монахи, но и джайны-миряне не могут заниматься рыбной ловлей, охотой, скотоводством, земледелием, ведь при обрабатывании земли могут погибнуть все живые существа. Наиболее распространенными занятиями для них являются торговля, ювелирное дело, ростовщичество. Их общины в Индии немногочисленны, около 0,5%. Однако играет значительную роль в политической, экономической, культурной жизни. Обратите внимание, наши дорогие слушатели, что все эти религии, джайнизм, квакер, иудаизм, буддизм, их объединяет один единственный общий момент. Их положение, обеты, принципы, можно так сказать, какие-то догматы, они очень похожи на 10 божественных заповедей, которые существуют в христианстве. То есть схожесть, и она положительна. То есть так назовем, что это ограничения. Они сами себе вводят ограничения: не убей, не прелюбодействуй, не укради и так далее и тому подобное. То есть это самоограничение человека, которое может привести его к нирване, к счастью. Так что в религиях без Бога есть и свои плюсы, и есть схожесть с христианскими заповедями. И это несет определенное добро для всего человечества, даже если он приверженец религии без Бога. Есть определенные плюсы, о которых вы уже сами заметили. Давайте поговорим о следующей религии без Бога. Это раэлиты. Последователи раэлизма, нового религиозного движения, классифицируемого как религии НЛО. Раэлиты верят, что жизнь на Земле была создана научным путем представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, которые передали нам их решающие послания, развенчивающие мифы о нашем происхождении. Представители этой цивилизации раэлитов называют Элохим. Движение основано в 1973 году в Женеве французским журналистом Клодом Варионом Раэлем. К 1997 году движение раэлитов сильно окрепло и насчитывало огромное количество приверженцев в 84 странах мира, а к 2001 году настолько глобализировалось и в финансовом плане, что стало спонсировать программу компании Clonate по клонированию человека. Одной из своих главных задач раэлиты видят достижение бессмертия человека средствами науки.
Основные надежды связывают они с клонированием. Раэлиты считают, что в будущем главной станет атеистическая религия, близкая к буддизму. Раэлиты критикуют иудеи-христианскую картину мира, критикуют католическую церковь за недостаточное внимание к достижениям современной науки. Раэлиты ассоциируются с религией НЛО, УФО-религией. Что такое УФО-религия? Это новое религиозное движение, в которое во главу угла поставлена вера в существование внеземной жизни и неопознанных летающих объектов. Это новое религиозное движение. Своими корнями они уходят в раннюю научную фантастику, особенно космическая опера, и в уфологическую литературу. Также влияние оказали предполагаемые наблюдения за НЛО и похищение пришельцами. Обычно приверженцы этих новых религиозных движений полагают, что инопланетяне будут заинтересованы в сохранении и умножении человечества, которое в их планах уже является или станет основой для будущей цивилизации пришельцев. Некоторые из последователей НЛО-религий верят, что инопланетяне имеют непосредственное отношение к сверхъестественному и в большей степени подобны ангелам, нежели похожи на гуманоидов. Первоначально религия НЛО возникла в 1950-х годах в таких странах, как Великобритания, Канада, США, Франция, Япония, в связи с появлением контрактеров. Кто контактировал с ними, с НЛО? Назовем самые известные религии НЛО, все перечислять не будем. Например, Академия наук Юнариус. Академия наук Юнариуса основана в 1954 году в Эль-Кахоне Эрнстом Норманом и его женой Рут. Юнарианцы верят, что посредством использования четырехмерного пространства они могут общаться с высокоразвитыми существами из внеземной цивилизации. Также они верят в реинкарнацию и считают, что в древности Солнечная система была заселена инопланетными цивилизациями. Следующая известная религия НЛО называется это «Вселенные люди», космические люди сил света. Были созданы они в Чехии Иво Бенда, который утверждал, что с октября 1997 года получил способность общаться с представителями внеземных цивилизаций посредством телепатии, а позднее это общение стало личным. Он заявлял, что эти высокоразвитые цивилизации располагают целым флотом межпланетных кораблей, и во главе их стоит Аштар Шеран, неусыпно наблюдающий за Землей, помогающий добру и ожидающий наступления часа, когда он сможет перенаправить своих последователей в иное измерение. Учение вселенских людей включает в себя разные стороны уфологии и христианства. Иисус представляется здесь как существо с хорошими вибрациями, а теория заговора – это сила зла, намеревающаяся устроить резню среди землян. Давайте рассмотрим последнюю религию НЛО – нация ислама. В нации ислама НЛО рассматривается как техногенное устройство, которое управляется не пришельцами, а людьми. И их появление будет означать начало судного дня. Элайджа Мухаммад заявлял, что в книге пророка Иезекииля описывается корабль-матка или большое колесо. Он отмечал, что его наставник Полос Фард Мухаммад утверждал, что на Земле существует открытая технология, которая известна лишь известным ученым по всему миру, избранным ученым. Фард объяснял, что у него был огромный корабль-матка или большое колесо, построенное в 1929 году на острове Ниппон, Япония. Существует, конечно, и множество других религий в других религиозных системах. Например, группа «Новое послание от Бога» заявляет, что инопланетяне прилетают на Землю с целью воспользоваться экологическими катастрофами. Такое же в новостях у нас показывали, как только какие-то природные катаклизмы, вдруг в небе обнаружено какой-то неземной летающий объект. Человечество в настоящее время сталкивается с соперником с другой стороны мира, вмешивающегося в гонку за передел мира.
стремящегося воспользоваться слабостью и разобщенностью человечества, что мы сейчас наблюдаем, готового извлечь выгоду из упадка человеческой цивилизации. Можно резюмировать, что в религии НЛО, в отличие от других ранее рассмотренных нами религий, нет никаких божеств, либо нет единого Бога, есть только пришельцы, положительные или отрицательные, но это пришельцы, которые контролируются либо людьми, как в нациях ислама, либо не людьми, как в других религиях. Отсутствует также доктрина с принципами, похожими на Божьи заповеди «не убий» и прочее. Давайте рассмотрим с вами не менее интересную, принципиально иную, отличающуюся религию от всех остальных религий без Бога, рассмотренных ранее. Это сатанизм. Дьяволизм по-другому называется, дьяволомания, дьяволопоклонничество. Это ряд представлений, воззрений и верований, оформившихся в XIX веке, в которых образ сатаны трактуется как символ могущества и свободы. Некоторые сатанинские культы рассматриваются как вариант отвержения христианской культуры. Само их существование объясняется тем, что сатана представляется его приверженцами наиболее могущественным, имеющим больше возможностей представить им желаемое. Сатанизм не имеет единой организованной структуры и может встречаться в кардинально разных формах, от радикально нигилистической формы атеизма, например, это сатанизм Шандера Лавея, до оккультно-мистических учений, от эксплуатации определенной символики и терминологии с коммерческими целями, например, в рок-музыке и эзотерике, до психических расстройств и связанных с ними преступлений. Основные течения сатанизма – это сатанизм Антона Шандера Лавея и теистический сатанизм. В священных писаниях монотеистических авраамических религий, христианстве, иудаизме и исламе сатана – это иблис, дьявол, является отрицательным персонажем, как вам всем известно. Характер его взаимоотношений с Богом в рамках данных религий является предметом споров для богословов, но абсолютное большинство исламских и иудейских богословов полагают, что сатана занимает подчиненное по отношению к Богу положение и испытывает людей лишь с разрешения Бога. Напишите, пожалуйста, в комментарии, согласны ли вы с этим утверждением, что сатана действует по допущению, по разрешению дьявола, с целью, чтобы нам придать какой-то урок, чему-то нас научить, или чтобы мы стали ближе к Богу, задумались о нем, а не жили мирскими проблемами. В православном богословии особый акцент также делается на то, что человек, наделенный Богом свободной волей, способен устоять против козни дьявола, что, конечно же, правильно. В христианстве, равно как и в исламе, всякая попытка обращения к сатане, как к высшему духу, является богоотступничеством. По поводу сатанизма Лавея у нас есть на нашем канале видео, называется оно «Последние слова основателя церкви Шандера Лавея». Если вам интересно, вы можете зайти на наш канал «Духовный мир за гранью», ссылка всегда есть в описании к каждому видео, и зайти вовнутрь канала и там найти соответствующее видео. «Последние слова основателя церкви сатаны» Шандера Лавея. Что такое сатанизм Лавея? Это атеистический сатанизм, мировоззрение и официально практикуемое церковью сатаны учение, положения которого были сформулированы в 1960-е годы Антоном Шандером Лавеем, автором сатанинской Библии и основателем церкви сатаны. Сатанизм, как новый тип религии, Лавей, представляет собой современное движение, в отличие от теистического сатаизма. Сатанизм Лавея имеет большую фокусировку на философии. В сатанинской Библии Андер Шандер Лавей обсуждает проблемы религии и утверждает атеистический сатанизм. Сатана в сатанизме Лавея воспринимается как символ мировоззрения, символ свободы, саморазвития, индивидуализма,
восстание против несправедливости и отказа от христианских догм. Церковь сатаны имеет официальный статус, заносится в реестр признанных вооруженными силами США религий. В связи с запросом на сатанинские похороны морского офицера, члена церкви сатаны, проводятся первые сатанинские крещения, свадьбы и похороны, вызвавшие интерес прессы. Осенью 2004 года британские вооруженные силы официально регистрируют первого сатаниста, сержанта технической службы Криса Кранмера, служащего на фрегате Камберленд. Церковь сатаны – это старейшая и наиболее крупная сатанинская организация, численность которой предположительно составляет несколько тысяч человек по всему миру. Штаб-квартира церкви сатаны в данный момент находится в Нью-Йорке, а пост верховного жреца занимает магистр Питер Гилмор. Сатанизм Лавея 23 июня 2025 года был запрещен на территории России, будучи частью несуществующего международного движения сатанизму и признан экстремистским. Сатанисты не верят в иудео-христианскую концепцию Бога, большинство из них считают себя агностиками и атеистами. Питер Гилмор говорит, что атеизм первичен, а сатанизм вторичен. Сам Лавей говорил: «У меня нет философии, у меня есть вероучение. Сатана – это проявление темных сторон человеческой натуры. В каждом из нас сидит сатана. Задача состоит в том, чтобы познать и выявить его. Сатанинское начало заключено в людях, главное и наиболее могущественное. Им надо гордиться, а не тяготиться этому. Его надо культивировать, что мы и делаем в нашем храме сатаны с помощью разных магических заклинаний». Сам Лавей в 1986 году в интервью журналу The Washington Post Magazine заявлял, что сатана – это символ, ничего более. Сатана символизирует нашу любовь ко всему земному и отрицание бледного бесплотного образа Христа на кресте. Давайте рассмотрим с вами 9 сатанинских заповедей и правил, которым может следовать всякий, считающий себя сатанистом. Первое правило – это сатана олицетворяет потворство, а не воздержание. Второе – сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных духовных мечтаний. То есть мы ходим в церковь, молимся, можем 10-20 лет, но Господь Бог считает, что нам это не нужно. Либо неправильно молимся. Но есть множество аспектов, моментов, в котором Господь Бог может не исполнить нашу волю, а может дать нам лучшее, то, о чем мы даже не представляли, не предполагали, не думали, потому что наш мозг ограничен. И мы начинаем сокрушаться. Вот как же так, Господи, ну почему же я молюсь Тебя, а Ты не даешь мне то, что хочешь? Так вот, то, что хочешь, даст вам только дьявол, если вы продадите ему душу. Ни в коем случае я не призываю этого делать вас. Поэтому одна из заповедей его, что сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных мечтаний. То есть он сразу делает то, что вы хотите. Третья заповедь. Сатана олицетворяет неоскверненную мудрость вместо лицемерного самообмана. Четвертое. Сатана олицетворяет милость к тем, кто ее заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов. Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую щеку. Сатана олицетворяет ответственность перед ответственными вместо участия в духовном вампире. Сатана представляет человека всего лишь еще одним животным, иногда лучшим, чаще худшим, чем те, кто ходит на 4 лапах. Животным, которым вследствие своего божественного духовного интеллектуального развития стало самым опасным из всех животных. То есть человек – это самое опасное из всех животных. Сатана также олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному, эмоциональному удовлетворению. Разврат, пьянство, наркомания и прочее, прочее, прочее. Он всему этому потворству, всему этому он благоволит. Также сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая ее бизнес все эти годы. Вот этот церковный бизнес, продажа свечей,
молитвы и прочее, и прочее, и прочее. Это и есть церковный бизнес. Даже сейчас помолиться, заказать какую-то молитву у священника тоже нужно оплатить деньги. За все нужно платить. На полном ходу расцветает церковный бизнес, поэтому чаще всего большинство людей говорят, что в храме Бога уже давно нет. Там есть унижение, оскорбление, принуждение, подтягивают деньги, что-то похожее на секту. То есть в церковь хорошо ходить, когда там нет службы, и ты можешь побыть наедине с иконами, наедине с святыми, когда тебя ничего не просят, не тянут денег, не осуждают, не оскорбляют, не принуждают. Ну, у каждого свое мнение. Напишите на этот счет, что вы думаете о сегодняшнем положении в наших храмах. Стоит ли туда ходить, в какие дни и как, кому как повезло, у всех людей опыт разный. И действительно ли церковный бизнес, это можно рассматривать как бизнес. 8-я заповедь, что сатана олицетворяет все так называемые грехи, которые приводят к разному удовлетворению, означает, что сатанизм, в отличие от многих консервативных идеологий и религий, толерантен при условии соблюдения принципа ответственности перед ответственным в отношении, к примеру, гомосексуальности, бисексуальности, фетишизме и некоторых других сексуальных практик, долгое время подпадавших под категорию табу, запрет в западном мире. Очевидно, данное понимание сатанизма тщательно отличается от бытового понимания культа зла. То есть гомосексуализм и прочее это не считается злом в сатанизме. Однако сейчас я начну говорить о том, что вас очень поразит и удивит. В сатанинской Библии Шандер Лавейн указывает 11 правил. Эти правила чем-то похожи на 10 Божьих заповедей, чему вы удивитесь. Соблюдение этих правил в сатанизме Лавея является, конечно, необязательным. То есть сатанизм Лавея продвигает идею свободы личности человека в мире правил. А правила его являются, скорее всего, советами для его последователей. Но все-таки давайте поговорим об 11 правилах, похожих на заповеди Божьи. Даже более того, похожи на на соблюдение, призывают к соблюдению этических норм поведения людей в обществе, как мы должны себя вести, но как большинство людей себя не ведут в реальном мире, к сожалению. Первое. В Библии сатаны написано первое правило. Не высказывайте своей точки зрения, не давайте советов, если только вас об этом не попросят. Действительно, нельзя лезть с советами никому, ни к подругам, ни к друзьям, ни к тем более посторонним людям, если вас об этом не просят. Даже если вас об этом просят, скажите, что на все воля Божья, как ты сама решишь, пусть так и будет. В конечном счете вы останетесь для них неплохим человеком. Если вы что-то посоветуете, а завтра у них получится что-то по-иному, не так, как вы посоветовали, вы станете для этого человека самым злейшим другом, злейшим советчиком. Никому ничего не советуйте. Зачем вам лишние проблемы? Второе правило – не рассказывайте о своих неприятностях другим, если только вы не уверены в том, что вас хотят выслушать, потому что большинству людей абсолютно безразличны ваши неприятности, ваши страдания, ваши проблемы. Люди очень холодны, бесчувственны и безжалостны. Третье правило – в чужом доме проявляйте уважение и скромность, либо не появляйтесь там вообще. Действительно, многие приходят в чужой дом и начинают осуждать, обсуждать, какой у них якобы на их вкус, на их взгляд ужасный ремонт, что совершенно неприлично, не тактично. И никак невозможно объяснить человеку, что ты зашел в чужой дом и так нетактично, бестактно, ужасно, отвратительно себя ведешь. Что выйди из дома, если он тебе не нравится, что я же не захожу в твой дом и не обсуждаю, какой у тебя дома интерьер, деревенский или отвратительный, или еще что-то там типа того. То есть правило Библии сатаны говорит о том, что в чужой дом проявляйте уважение, скромность, молчите, даже если вам что-то не нравится. Либо не приходите туда вообще.
Но только не осуждайте, не оскорбляйте чужой дом, чужой ремонт, хозяйку этого дома или хозяина. 4 правило. Если гость в вашем доме досаждает вам, в вашем доме надоедает, ведет себя наглым образом, бесцеремонно, вы вправе обойтись с ним очень сурово и жестоко, тем самым поставив его на место. 5 правило. Не делайте попыток любовного и сексуального сближения, если только не получаете ответный сигнал. Не приставайте вы к людям. Они не оценят это. Они подумают, что вы слишком доступны для них, раз сама или сам пристаете к ней или к нему. Слабые сигналы какие-то возможны, но как это действует в нашем реальном мире, прям активное заигрывание, мужчина видит или женщина, что вы слишком доступны, вы для них уже не интересны. Они не смогут в вас влюбиться, не тем более полюбить. Это более серьезная тематика любви. Влюбиться, симпатию использовать вас на день, на два могут, но не более того. То есть лучше, конечно, не приближайтесь сами. Ждите, пока человек сам к вам подойдет. Даже если вы переписываетесь в социальных сетях, не навязывайтесь человеку, не навязчиво, исчезайте, уходите. Если вы ему нужны и интересны, он до вас доберется. И тогда будьте осторожны. Может быть, его цель всего лишь получить вас на одну ночь, на один день. Или ее цель такая же. Что-то с вас поиметь, взять в плане материальном или в каком-то ином. Не доверяйтесь людям. 6 правило. Не берите вещь, не принадлежащую вам, если только она не является бременем для ее хозяина, и он не просит об освобождении его от этого бремени. 7 правило. Признайте силу магии, если она была успешно вами применена для достижения ваших целей. Если же отрицаете силу магии после того, как с успехом ей воспользовались, то есть что-то получилось, но все еще не верите, что эта магия сотворила такие чудеса, так скажем, черные чудеса, то вы лишитесь всего достигнутого. 8 правило. Не выражайте своего недовольствия по поводу того, что не имеет к вам никакого отношения. Не нужно обращать внимание, когда человек что-то высказывает, он может быть ждет, чтобы вы просто помолчали, потому что если вы начнете давать какие-то советы, скорее всего, чаще всего, в основном, он вас не отблагодарит, а скажет, что вот она советчица, вот он советчик, свою жизнь не построит, а лезут там с чужими советами. Единицы людей, кто оценит то, что вы ему даже не совет дали, а может быть и не наставление, и не приказ, и не указ, может быть что-то вы ему не обижающий его ответил, не каждый это поймет. Лучше вообще не выражайте своего никакого недовольства там, или даже если вам не нравится, что говорит вам человек, никакое недовольствие не выражайте, чтобы не доводить до скандала, не драться и не доходить до крайности. После просто отворачивайтесь и уходите. 9 правило. Не обижайте маленьких детей. 10 правило. Не убивайте животных, кроме как для пропитания и при защите от их нападений. Это все правила Библии сатаны Шандра Лавея. И 11 правило. Находясь на нейтральной территории, не мешайте никому. Если кто-то мешает вам, попросите его прекратить. Если он не останавливается, накажите его. Это разрешено Библией сатаны. Обратите внимание, что все эти 11 правил Библии сатаны, их можно рассматривать как этические нормы поведения человека в обществе и даже по отношению друг к другу. Однако в реальной нашей жизни люди абсолютно нетактичны, бесцеремонны, наглы, лезут в чужие дела, невоспитанные, агрессивны, то есть нет никакой этики. Но учтите, я не призываю вас соблюдать правила именно Библии сатаны, однако нельзя не согласиться, что эти правила из этой Библии сатаны, если их даже соблюдать в жизни, они говорят об очень хорошем воспитании человека и о его человечности. То есть Библия сатаны в данном рассмотрении этих 11 правил — это не какой-то грязный свод законов или беспредела людского. Наоборот, это можно так сказать, что это этические нормы и правила поведения
людей в обществе друг с другом или наедине с самим собой. К сожалению, больше 90% населения нашего всего земного шара не соблюдает ни одного из этих правил, что остается фактом. Не соблюдаются элементарные правила тактичности. Что попало, говорит человек, оскорбляя другого человека либо намеренно, либо неосознанно. Чаще всего намеренно, с целью причинить зло, возвысить себя в глазах в своих каких-то глазах. Большинство людей бесчеловечны, безразличны, агрессивны, эгоистичны, наглы. И это, кстати, запрещается Библией сатаны. Давайте рассмотрим еще одно направление сатанизма. Это теистический сатанизм или традиционный сатанизм, духовный сатанизм. Это разновидность сатанизма, основанная на вере в то, что дьявол, сатана, является божеством, достойным почитания или поклонения. Организации, придерживающиеся теистических сатанинских верований, чаще всего имеют мало приверженцев, слабо связаны друг с другом или представляют абсолютно независимые самоорганизованные группы. Они используют магическую практику. К сторонникам теистического сатанизма относится организация «Радость сатаны». В некоторых семьях теистический сатанизм практиковался и практикуется на протяжении многих поколений. А давайте поговорим об очень интересной теме, что же такое Министерство радости сатаны, также называемая радость сатаны. В последующем храм Зевса. Это американский веб-сайт западной эзотерической оккультной организации, основанной в 2002 году Андрей Дитрих, также известный как Максим Дитрих. Министерство радости сатаны пропагандирует духовный сатанизм, идеологию, представляющую собой синтез теистического сатанизма, синтез нацизма, гностического язычества, западной эзотерики, теории заговора НЛО и верований в существование внеземных сил, подобные которым популяризировали Захария Ситчин и Дэвид Айк. Члены организации считают сатану истинным отцом и богом-создателем человечества, который желает, чтобы его творение, то есть человечество, возвысилось через знание и понимание. Направленность Министерства радости сатаны характеризуется некоторыми учеными как форма западного эзотеризма и рассматривается как эзотерическая сатанизмовая реинтерпретация. Их отношения с сатаной описываются профессором религиоведения Кристофером Партриджем как ядро эзотерического проекта трансформации, основанного на личных или мистических отношениях. На сегодняшний день, согласно информации на сайтах сообщества, главой организации является человек под псевдонимом Утер Кобра 666, занимающий пост верховного жреца. А кто же для сатанистов Бог? Приверженцы Министерства радости сатаны в целом являются политеистами и верят в существование демонов Гоетии, а также в то, что сатана является их верховным правителем. Сатана и некоторые демоны также рассматриваются ими как некоторые из многих божеств и приравниваются ко многим богам из древних культур. Например, сатана представляется как шумерский бог Энки и езидский ангел Малак Тавус. Сатана считается главным божеством в идеологии организации, а другие божества понимаются как просто высокоразвитые, нестареющие, разумные, могущественные, гуманоидные, внеземные существа. Сатана рассматривается радостью сатаны как важное божество и как всемогущий и вездесущий Бог одновременно. Считается, что сатана является представителем силы, власти, справедливости и духовной свободы. Лилит. Кто она такая? Это еще одна значимая для сообщества богиня, которая описывается как покровительница сильных женщин и богиня женских прав.
Также считается, что Лилит выступает за положительное представление о правах на аборты и контроль рождаемости. 4 высшими существами во всей иерархии, согласно сайту, являются Сатана, Вельзевул, Азазель и Астатра. Каждый демон имеет свой ранг, занимаемую должность в аду и специализацию, то, в чем он может помочь призывающему его. Как мы видим, в каждой из рассмотренных религий есть и положительные правила, принципы. Даже в сатанизме, в Библии сатаны Шандара Лавея, есть и отрицательные стороны религии. Это в основном относится тоже к сатанизму, к религии НЛО и некоторым другим. Однако есть определенная взаимосвязь этих религий без Бога с христианством. Например, во многих религиях без Бога есть принципы и правила, похожие на заповеди Божьи. Вот такая вот взаимосвязь, о чем мы раньше с вами говорили, и вы уже на это обратили внимание. Согласно христианству, не церковные и не христианские мировоззренческие системы, ереси, или нехристианские верования и другие религиозные мировоззренческие практики и представления трактуют о Боге с той или иной степенью неадекватности. Но определенно есть влияние христианства на эти религии без Бога, о чем я говорила вам ранее на протяжении всем этом видео. Мира вам и добра, наши дорогие слушатели. Пишите комментарии к этому видео, задавайте вопросы. Я все их прочитаю, на все их отвечу. Если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на наш канал, чтобы я увидела, что наш канал для вас интересен, чтобы был смысл дальше развивать этот канал. С любовью и уважением к вам от Бога. Благодарю вас.